Всем привет! С вами Банана Мастер. Первое. Поздравляю вас с прохождением контрольной работы. Надеюсь, вы успешно ее написали. Второе. Мы начинаем третий модуль по изучению программирования. И тут мы будем изучать такую штуку, как циклы. Циклы — это резкое повышение сложности. По факту мы с вами переходим уже на совершенно новый уровень. Что вообще такое цикл? Цикл — это когда у нас одно и то же действие, один и тот же процесс происходит много раз, циклично. Например, я вот сейчас сюда вставлю уже готовый цикл, вот такой вот, который работает 10 раз. Цикл — это такая штука, которая позволяет нам выполнять одно и то же действие какое-то количество раз. В данном случае мы заставили цикл работать 10 раз, поэтому слово hello увидели 10 раз. Давайте попробуем разобрать, как все это работает в комплексе и как вообще создать цикл. Если я хочу создать цикл, мне изначально нужно написать такое слово, как for. Именно слово for говорит о том, что начинается цикл. Далее ставлю круглые скобки. И внутрь круглых скобок мне нужно отдать три действия. Первое действие — это создание переменной. Я пишу let a равняется 1. Ставлю точку запятой. И второе действие — условие с этой переменной. Например, меньше 5. Дальше опять точка запятой. И третье действие — изменение этой переменной. Это будет вот так вот выглядеть, где при каждом вызове я буду добавлять 1. После круглых скобок я ставлю фигурные скобки и уже в них прописываю тело цикла. Например, здесь я буду выводить в консоль, давайте слово render. Вот так. Как мы можем заметить, слово render я увидел 4 раза. Почему 4? Потому что наш цикл работает 4 раза. Любой цикл всегда состоит из 3 главных вещей. Первая вещь — это создание переменной. Вторая вещь — это условие с этой переменной. Третья вещь — это изменение той самой ранее созданной переменной. Первая часть, вторая часть, третья часть. Давайте мы еще подробнее разберем, как работает вообще этот цикл и почему я вижу сейчас 4 слова render. Изначально, когда я написал цикл, первое, что у нас здесь работает, это вот это условие. Оно у нас что делает? Сравнивает текущее значение с пятеркой. Текущее значение у нас в данном случае вот тут вот равняется 1. Потом происходит условие, 1 меньше 5. Это условие дает true, и это говорит о том, что у нас запускается цикл. Когда цикл запускается, он выполняет все то, что написано у нас вот тут в теле. В данном случае он выводит консоль render. Далее, когда тело цикла отработало, у нас выполняется третий этап — изменение переменной. И в самом конце мы что? Мы меняем переменную на 2. После этого наше условие отрабатывает заново, где мы опять же сравниваем с пятеркой, но в этот раз уже равняется 2. Это условие также дает true и вызывает тело цикла. То есть я вижу наш рендер второй раз. Дальше в самом конце вызывается изменение переменной и она уже равняется 3. После заново условия меньше 5, то есть такая запись дает true,
И значит, тело фора отрабатывает. Оно отработало, в самом конце поменяло на 4, и заново происходит это условие. То есть опять 4 меньше 5 — это правда. Четвертый раз выводится в консоль слово render, и в самом конце мы меняем на 5. Когда мы поменяли его на 5, у нас заново происходит вот это условие, но уже при пятом вызове, при попытке пятого вызова, оно дает false. Ну, потому что 5 не равняется, это по факту false у нас сейчас. И вот в такой конструкции, когда условие дало false, цикл останавливает работу. Значит, наш цикл будет работать до тех пор, пока вот это условие не даст false. Это очень важный момент. Если я хочу, например, увеличить количество итераций, чтобы он работал там больше, я поставлю здесь 6, цифра поменялась. Поставлю 16, цифра опять поменялась. То есть, видите, как раз это условие, оно у нас решает то, сколько раз будет работать наш цикл. Вообще, за работу цикла у нас отвечают вот эти 3 действия. Каждое из них может в той или иной мере контролировать количество итераций. Например, сейчас наш цикл работает от 1 до 6, а я сделаю вот тут вот так. И он будет работать уже от 4 до 6. Видите, я поменял начальное значение, и цикл уже тоже работает чуть-чуть по-другому. На всякий случай повторю, что любой цикл всегда состоит из 3 вещей: создание переменной, условия с этой переменной и изменение той самой переменной. То есть, если мы хотим, чтобы он работал, например, с 2, я поставлю тут 2. Хотим, чтобы работал до 10, здесь 10. Поменял как бы 1-й, 2-й этап, и вот наш цикл уже работает в общем 8 раз. С 2 до 10. Вся логика заключается в том, что если я хочу менять количество запусков цикла, то все мои изменения будут находиться вот тут вот. Идем дальше. Давайте я сделаю так, чтобы наш цикл работал от 8 до 2 в другом направлении. Чтобы это нам не мешало, я это закомментирую вот так вот. И здесь пропишу следующее. For, далее создаем переменную. Изначальное значение переменной пусть будет 8. Второй этап. Условия с этой переменной. Пусть будет вот так. И третий этап. Изменение нашей переменной. Изменение будет выглядеть таким образом. I равно I минус 1. Далее открываю тело цикла. Если я сейчас законсолю здесь какое-то слово, давайте вот так вот, я увижу, что наш цикл работает 6 раз. Он работает от 8 до 2. Для сравнения, вот тут вот поставлю по-другому. Значит, верхний цикл работает от 2 до 8, а нижний от 8 до 2 в другом порядке, в другом направлении. Если же я вот здесь законсолю нашу переменную I, я увижу ее значение при каждом вызове. Изначально 8, минус 1 — 7, ну, минус, 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 3, и все, на тройке остановился. Если же я бы сделал то же самое и тут, за консолью получается в нашем случае, то в таком варианте я бы увидел уже, э, давайте, чтобы нас не путать, я вот это вот поставлю между ними какую-то разграничительную консоль, вот так вот. И что я вижу? Верхний цикл от 2 до 7, ну типа 2 плюс 1 — 3, плюс 1 — 4, и так вот, пока условие не даст false. А в другом варианте от 8 до 2, где изначально
8, потом 7, 6, и пока условие не даст false. Все изменения на количество срабатывания цикла я пишу вот тут. Теперь очень важная информация. По факту это предупреждение о самой главной ошибке, которая у вас будет возникать. Циклы нужно писать аккуратно. И если у вас будет вечный цикл, то браузер зависнет и ничего работать не будет. Давайте я напишу нам вечный цикл, чтобы мы увидели, как это будет сейчас работать. Уберу все лишнее, чтобы нас оно не отвлекало. Вот так вот это скопирую, уберу и ниже вставлю. И здесь я прописываю вечный цикл. Значит, у нас сейчас он работает от 2 до 8, а я сделаю по-другому. Я сделаю так, что будет больше, и изначальное значение у нас 20. Все, пошел вечный цикл. Значит, что делает вечный цикл? Он у нас будет вызываться бесконечно, и из-за этого в какой-то момент у нас даже заглючит браузер. Как это решить? Нужно сразу вкладку закрывать вот так вот. Я давайте цикл пока закомментирую, чтобы он не отрабатывал. И заново открою нашу вкладку. Ну, сейчас она прогрузит, и мы увидим. Как мы можем заметить, она даже не прогружает, потому что вечный цикл, он прям сломал даже сам Visual Studio Code. Я нажимаю вот сюда "Отключить", эм, закрываю тоже вот эту штуку и заново открываю его. Это вот так вот. Все, открылся. Изначально почему произошел вечный цикл? Потому что вот это условие никогда не даст false. Как это работает, ну и как и всегда изначально у нас происходит эта проверка. И если больше, то что делает? Вызывает цикл. У нас с самого начала равняется 20, и в такой записи 20 явно больше, чем 8, вызывается цикл. Вывели в консоль там 20 и сделали вот это действие. Это действие перезапишет нашу на +1, станет 21. Опять условие точно true, вывод в консоль, добавление в и уже 22. И получается, оно вот так вот может добавляться вечно. Ну, потому что сколько бы раз оно не отработало, условие всегда и по-прежнему будет true, что и приведет к вызову. Вечные циклы происходят тогда, когда мы как-то неправильно или нелогично прописали вот какие-то действия вот тут. Из-за чего вот это условие никогда не будет false, а если оно никогда не будет false, цикл никогда не остановится, и значит он будет работать вечно. С этим будьте очень аккуратны. Если вы такое видите, то сразу же закрывайте браузер. А то, если не закроете, то через какое-то время у вас зависит вообще все. Не только, сам браузер, но и какие-то другие вспомогательные программы, как у меня, допустим, завис Visual Studio Code, и еще что-то может легко зависнуть. На маках такая штука вообще очень сильно проявляется, он сразу же начинает греться. Лучший вариант, чтобы ошибка такая у вас не возникала, перед тем, как вы пишете цикл, попробуйте написать что-то вот непонятное сверху, ну, чтобы код сломался. И тогда, JavaScript просто не начнет читать ниже, ну, так как у нас вот тут вот ошибка. И теперь мы можем спокойно дописывать код. Например, сразу давайте отредактируем, чтобы это стал обычный цикл, не вечный, чтобы ничего не ломалось. Я вот так вот условия обратно поменяю и скажу, что начинаться будет из 2. Когда я закончил коррекцию, убрал вкладочку, ну, ошибочку точнее, и вот видите, все запустилось отлично. То есть, повторяю еще раз, рекомендация: перед написанием любого цикла, ставите ошибку и продолжаете писать.
Также скажу еще одну вещь, что вот эта вот ошибка с вечным циклом может возникать не только из-за логики, а еще когда вы просто что-то не дописали, ну, не успели, по крайней мере. Например, я вот это вот третье действие, что у нас тут происходит? Я, увеличиваю переменную ну, давайте я так и пишу, равно, пишу очень медленно, и видно уже по консоли, что цикл поехал запускаться. То есть я просто не дописал, видите, это действие, и оно уже из-за этого сломалось. Хоть я это и потом и дописал в надежде, что, ну, все таки JS увидит, что цикл готовый, и не надо вот этого вот вечного цикла делать. Он уже не остановится, потому что программа была запущена, и конца у нее нету. Все, что можем сделать — закрыть вкладку. Попробую заново ее открыть. Нажму Ctrl-Shift-T, и видите, опять зависает. Ну, потому что все, Visual Studio Code тоже из-за этого завис. Выключаем, запускаем заново. Я вот, кстати, опять не отключил цикл, и что произошло? Он опять вечный пошел. То есть ошибки с вечным циклом у вас будут крайне часто с самого начала встречаться. Я опять строчку закомментировал, закрыл вкладку заново, запускаю ее, чтобы логика отработала у нас, и вот, оно хотя бы запустилось. Так что будьте очень внимательны в написании циклов. Вечный цикл сделать очень просто. Главное, сразу потом закрывайте вкладку, чтобы, ну, ничего не зависло. В конце давайте я еще раз повторю, из чего состоит любой цикл. А любой цикл состоит из: первое — создать переменную. Второе — условия с этой переменной. Третье — изменение той самой переменной. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.